Привет, друзья! Сегодня готовим одно из самых любимых и вкусных блюд – чебуреки. Хрустящие, сочные, с ароматной начинкой. И если вы хотите научиться делать вкусные чебуреки, то обязательно досмотрите данное видео до конца, где я вам покажу и расскажу секреты идеального теста и начинки. Как всегда, следите за руками и поехали! Начинаем с самого главного, и это, конечно же, тесто. Именно от него зависит, будут ли наши чебуреки хрустящими, тонкими и вкусными. Я делаю заварное тесто и сейчас расскажу, почему его. Что такое вообще заварное тесто? Это когда в муку добавляют кипяток. Зачем? Когда кипяток добавляется в муку, часть клейковины сваривается, и структура нашего будущего теста меняется. Оно становится более эластичное, более податливое, не так рвется, и при раскатке оно не сворачивается назад. И самое главное, при жарке оно становится хрустящее, тонкое, а не становится резиновым и, знаете, таким жестким. Именно поэтому для чебуреков используется такой вид теста, а не пресным или дрожжевой. Делается оно очень быстро, и сейчас я вам покажу, как именно. В небольшом сотейнике отправляем водички, обычно из-под крана, и добавляем 2 ложки столовых растительного масла, желательно без запаха. 1 ложка и 2 ложка. Теперь мы отправляем на огне, чтобы наша вода закипела. А пока она будет завариваться, нам нужно просеять нашу муку в мисочку. Это обязательно, чтобы все комки мы избавились, от этих комочков. В тесто обязательно добавляем соль, но куда же без нее? Добавляем немного, чисто так для баланса. Наша вода уже закипела, снимаем с огня и быстренько добавляем к нашей муке. И сначала мы замешиваем с помощью ложки, потому что видите, как парует, это очень горячая смесь. А потом уже мы будем работать с руками, будем мешать до тех пор, пока наше тесто не станет такое гладкое и однородное. Наше тесто готово. Посмотрите, оно не прилипает к рукам, оно достаточно жесткое, оно продавливается под давлением моим пальцем, но все равно оно не похоже для теста для пиццы, для хлеба. Теперь нам нужно его сделать вот такая, даже я могу сказать, оно похоже на структуру пластилина. Теперь нам нужно сделать вот такая колбасочка. Кстати, у меня получилось 400 грамм теста готового. Вот такая колбаска. И я хочу сделать 6 чебуреков, поэтому мы их разделим на 6 частей, вот эта колбасочка. Делим сначала вот так пополам и разделяем еще вот на 2 части. Вот тут один разрез и вот здесь еще один разрез. Теперь делаем маленькие шарики и их оставляем под пленочкой на минуты 30, чтобы оно отдохнуло, оно расслабилось. А пока оно отдыхает, мы будем заниматься не менее важной частью наших чебуреков, это, конечно же, начинкой. Для нее я приготовила говяжий фарш. Почему? Он более ароматный и остается сочным. К нему нам нужно добавить лук. И тут главный момент, нам нужно его нарезать мелко, как можно. И заметьте, мы его не натираем на терке. Почему? Потому что после того, когда он трется через терку, его клетки разрушаются и происходит химическая реакция, где лук становится горьким и имеет такой агрессивный запах. Поэтому работаем только с ножом. После ножа лук остается ароматным и приятным. Все, режем мелко. Наконец-то я нарезала лук, измельчила его как можно мельче. И не смотрите на мои заплаканные глаза, с мистер Лук мы поссорились. Теперь посмотрите, какая нарезка. Он очень мелко, и такое должен получиться и у вас. Теперь его добавляем к нашему фаршу. И добавили. На этом этапе можем добавить какая-то специя. В данном случае я буду использовать
соль, но это обязательно. И я буду использовать черный молотый перец. В некоторых случаях добавляется такая трава, как кинза. Но я знаю, что не каждый любит кинзу, поэтому я решила в своих чебуреках добавлять базилик. Вот такие листочки. Нам нужно его мелко-мелко нарезать. Если, конечно, вы не любите базилик, любите петрушку, можете петрушку добавить. Не любите петрушку, можете все-таки кинзу. Ну, я, например, люблю кинзу, но не в чебуреках. Больше люблю в хинкалях. И добавляем. Теперь нам нужно начать это все хорошо вот так размешивать. И чтобы наш фарш и наша начинка стала не сухая, мы будем постепенно добавлять лед. Наш фарш готов. Посмотрите, он достаточно влажный, но при этом он держит форму. И забыла сказать, если вы, например, не используете лед или вода, вы можете сделать и добавить бульон. Можете овощной или, например, тоже говяжий, будет очень вкусно. Теперь, кстати, у меня получилось не 6 шарика, а всего лишь 5. Берем один шарик, это все накрываем и начинаем раскатывать вот такой круг. Один шарик я уже раскатала. Вот какой размер получился в сравнении с моей ладонью, да, чтобы вы просто понимали. Теперь мы берем фарш и отправляем в одну сторону. И нам нужно его тонким слоем распределить, но не до конца, потому что со второй половинкой мы будем это скручивать, как пицца кальцони. И вот так начинаем ее распределять по поверхности. Кстати, у меня листочек, вот этот листочек получился очень тонкий. Сейчас я вам покажу его толщина. Видите, у меня просвечиваются даже пальчики слегка, чтобы вы знали, насколько тоненько нужно это все раскатывать. И фарш уже мы вот так распределили. Оп-оп. И теперь мы этого все вот так накрываем. Накрыли и аккуратно с пальчиком начинаем вот этого все соединять между собой. Вот эти две части прилипать. Так, теперь мы берем вилку, и чтобы мы убедились в том, что хорошо тесто друг к другу прилипло, мы с зубчиками вилки начинаем вот такие движения делать. Нажимать. Теперь берем ножик, и чтобы придать более красивую форму, мы убираем лишнего теста. Вот так. Вот какой у нас чебурек получился. И теперь я его вот здесь оставляю, обязательно под пленкой, чтобы он не засох, пока мы раскатываем все другие наши чебуречины. Вот какие у нас чебуреки получились, их 5 штук, и сейчас осталось, наверное, самое приятное. Нам нужно их пожарить на сковородке с растительным маслом. Главное, масло не нагревайте сильно, чтобы они просто не сгорели. Нам нужно, чтобы они получили такой золотистый румяный цвет. Их нужно жарить где-то по 2-3 минуты с каждой стороны. Когда мы их пожарим, мы их убираем на тарелку и постилаем эту тарелку с бумажной полотенцем, чтобы лишнее масло ушло. И я себе оставила вот такой кусочек теста, и с помощью него буду проверять готовность нашей алии. Берем кусочек и вот так начинаем его отпускать. Если начинаются пузырьки и начинается жарить тесто, значит наша алия готова. В моем случае пока что алия не готова. Ну все, я жду. Ребята, наши чебуреки готовы. И если вы удивляетесь, почему их 4, то я вам скажу по секрету. Человечек за камерой один уже украл.
Но я еще их не пробовала, поэтому по традиции я теперь буду пробовать их. Я хочу вам показать, как они получились. Вот какие, ой, получились большие. И сейчас я вот так, с фаршиком, как получается. Посмотрите, насколько у нас тонкое тесто. Я люблю чебуреков, когда у них вот такое тоненькое тестечко. И теперь пробуем. Слушайте хруст. Так должно получиться и у вас. Очень вкусно. Фарш не сухой, точнее начинка не сухая. Хрустящее тесто, очень тоненько. Очень хорошо. Поэтому, если вы любите чебуреки, обязательно попробуйте данный рецепт. Я уверена, он вам понравится. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайки. Если нет, дизлайки. И как всегда, ожидайте новое вкусное видео. Пока!